Для узора набираю цепочку из воздушных петель. Число воздушных петель должно быть четным. В начале первое звено я всегда считаю за воздушную петлю и никогда не делаю узелочков. Таким образом, вот сейчас у меня набрано 2 звена. 15, 16. Итак, набрала я 16 петель, перехожу к вязанию первого ряда. Добавляю для первого ряда одну воздушную петлю подъема и дальше вяжу так. Делаю накид, вставляю крючок в перемычку во второе звено от крючка. Раз, два. Вот сюда. В перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку. Получается 3 петли на крючке. Эти 3 петли провязываю вместе. Такой элемент будет называться полустолбик с накидом. Дальше в следующее звено опять в перемычку вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку и вывожу ее через петлю на крючке. Это будет просто полустолбик. И чередую полустолбик с накидом и просто полустолбик или соединительная петля еще называется этот элемент. Опять полустолбик с накидом и соединительная петля или просто полустолбик. В общем, работаю так до конца ряда. Если у вас все правильно, да, и набрано нужное число петель, то закончится этот ряд должен соединительной петлей. Вот этой петлей, которая низенькая. Потому что начинала я его с полустолбика, с накидом. Первый ряд подходит к концу. Остается 2 точки. Делаю полустолбик с накидом. И вот, если все правильно, то заканчивается соединительной петлей этот ряд. Это принципиально, чтобы стеночки были одинаковые. То есть, если начинается с полустолбика с накидом, то заканчивается обычной соединительной петлей. Итак, первый ряд готов. Перехожу к вязанию второго ряда. Снова делаю воздушную петлю подъема на второй ряд, разворачиваю изделие и начинаю вязать все точно так же, только меняю вкалывание, да, потому что теперь у нас предыдущий ряд это целый провязанный ряд, а не наборная цепочка, поэтому место вкалывания нужно изменить. Начинаю все так же с полустолбика с накидом. Делаю накид и вкалываю крючок в последнюю петлю предыдущего ряда. Под обе дужки подхватываю рабочую нитку и делаю полустолбик с накидом. В следующую точку делаю соединительную петлю. И опять делаю накид и делаю полустолбик с накидом. В следующую точку делаю соединительную петлю. Полустолбик с накидом. Так. И соединительная петля. И работаю так до конца ряда. Подхожу к концу второго ряда, остается сделать 2 петли. Итак, сначала делаю полустолбик с накидом. По рисунку у меня идет именно он. И в последнюю точку, вот она, точно так же вкалываю крючок под обе дужки кромочной косички. Делаю соединительную петлю или просто полустолбик, как еще ее называют. Итак, второй ряд готов. Здесь все ряды одинаковые, что четные, что нечетные, поэтому третий ряд будет вязаться точно так же, как второй. Снова делаю петлю подъема на третий ряд, поворот и точно так же начинаю этот ряд
с полустолбика с накидом. Вкалываю крючок под первое звено, под обе дужки кромочной косички, подхватываю рабочую нитку, вывожу и делаю полустолбик с накидом. В следующую точку соединительную петлю. Опять полустолбик с накидом и соединительная петля. Полустолбик с накидом и соединительная петля. Работаю так до конца ряда. Как всегда, этот ряд закончится просто соединительной петлей. Две последние точки, куда нужно сделать петли третьего ряда, делаю полустолбик с накидом. И последняя точка, вот она, точно так же под обе дужки вставляю крючок и делаю соединительную петлю. Ну и повторяю дальше этот ряд на нужную высоту. Повторюсь, здесь все ряды, что лицевые, что изнаночные, вяжутся одинаково. Провязала я высоту несколько рядов, и вот как смотрится вязаная поверхность этим узором. Допустим, это одна сторона. И вот, допустим, вторая сторона, точно такая же, узор абсолютно одинаков с обеих сторон, плотный, фактурный, рельефный, отлично подходит для вязания сумочек поворотными рядами, ковров, ну, может быть, каких-то прихваток, пледов, одеялок, ну, естественно, из другой пряжи. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.